Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и в этом видео я снова хочу затронуть тему бескультурного слоя. Именно бескультурного, потому что если посмотреть на эту фотографию 1892 года, то мы видим, что почему-то древние здания занесены как минимум наполовину грунтом. И это происходит в больших городах. Например, это Генуя, Италия. Повторяю, слева фотография 1892 года, а справа гравюра. Скорее всего, тоже 19 века, хотя само здание было построено в 1633 году. И возникает вопрос, что же произошло меньше, чем за век, что справа мы видим открытые двери, нет никакого грунта, а слева это здание занесено наполовину. И это происходит не только с сооружениями на поверхности земли, но то же самое происходило и в древности. И перед вами, например, два византийских судна. Их нашли в бывшей гавани Феодосия в Константинополе. Гавань была построена в IV веке нашей эры, но предполагается, что в VI веке нашей эры суда стали жертвой мощного землетрясения, цунами, пошли на дно, а потом были быстро занесены толстым слоем песка, благодаря чему они сохранились. Но что же происходило? Что же было причиной всех этих наносов грунтов, катастроф, цунами? Кометы. Кометы и их кометное вещество. И в этом видео я снова вам покажу огромное количество засыпанных городов, погибших, сооружений древности, которые показывают нам, что кометы являются первопричиной катастроф. И даже кометное вещество, выпадая на Землю, засыпает города, оно же устраивает потопы, цунами, землетрясения, потому что кометы влияют не только на поверхность Земли, но на магнитосферу Земли, а соответственно это и приводит в том числе и к извержению вулканов, изменению как раз береговой линии океанам, цунами и многим другим катастрофам. А триггером являются кометы. И, кстати, ученые знали об этом в недавнем прошлом. Нам это нужно, потому что народ, не знающий свое прошлое, не имеет будущего. Кстати, элиты знают о периодичности катастроф и к ним готовятся. А вот готовы ли вы к этим катастрофам периодично? Вопрос открыт, поэтому давайте вспомним забытое прошлое. Обратите внимание на отечественную инновацию синтезит. Это не просто железо, это результат серьезной научной работы российских исследователей. Вот, например, кровь мужчины до приема синтезита. Эритроциты слипшиеся, нарушен перенос кислорода. Именно это часто становится причиной хронической усталости, заболеваний сердца и сосудов. А теперь его кровь уже через час после приема синтезита. Эритроциты в норме, кровь свободно несет кислород ко всем органам. Это помогает восстановить энергию, улучшить самочувствие и снизить риски инсульта и инфаркта. Не случайно врачи и тренеры именитых спортсменов рекомендуют синтезит. И вы можете найти сотни отзывов обычных людей, которые ощутили разницу. И, кстати, отзывы подтверждены множеством научных исследований, что вообще очень большая редкость для производителей таких добавок. Ссылка на сайт производителя из соцсети в описании. Только для моих подписчиков скидка 20% по промокоду Виктор20. Успейте, пока действует акция. Формировались кометы, и вот что они делают. По предположению гражданина Ньютона, который рассказал об этом в математических принципах натуральной философии. Ньютон говорит о возникновении, распаде и возрождении космической материи. Пары, исходящие от Солнца, неподвижных звезд и, внимание, хвостов комет могут наконец встретиться с атмосферами планет и упасть на них под воздействием своего тяготения. Там сконденсироваться и превратиться в воду, влажный воздух, и оттуда при медленном нагревании, постепенно переходя в форму солей и серы, и грязи, и глины, и песка, и камней, и других земных субстанций. То есть, опять же, по моему мнению, в начале 17 века произошла эта глобальная катастрофа периодическая, о чем у меня есть множество видео. Перейдите, посмотрите, и вот какой вывод под конец 17 века делает гражданин Ньютон. Что, скорее всего, так оно и есть. При том, что от нас скрывают целые города, которые погибли еще со времен Атлантиды. Вот в шахте в 1880 году возле города Моберли
На глубине 80 метров начали находить большое количество артефактов. Глубина 80 метров, внимание. Когда количество артефактов превысило 200 штук, как бы позвали археологов, создали как бы музей, стали немножко глубже копать. На 106-метровой глубине стали попадаться каменные сооружения, предметы быта, стены, монолитные здания, то есть целый подземный город. Но было принято судебное решение, сказали, этого быть не может, потому что быть не может никогда, это подделка, забываем. Шахту закрыли, ну и музей в том числе. То есть зачем вам об этом знать? Но даже обычные аборигены Австралии, например, знают о потопе больше, чем современные ученые-мужи. То есть они передавали информацию о том, что 7 тысяч лет назад произошел глобальный потоп, накрыло Австралию. И современный профессор университета Патрик Нан опубликовал исследование и доказал, что аборигены правы, что эти мифы, сказки действительно 7 тысяч лет назад произошли гигантские там изменения. Очертания Австралии изменились из-за потопа. То же самое, что у берегов Австралии ученые нашли город затонувший, аналог Атлантиды. Ну, скорее всего, как раз погибший в те времена, еще более древние. То есть знает об этом наука? Знает. 174 года назад на севере Шотландии был большой шторм. Потом было обнаружено нечто странное. Так из-под почвы появились прекрасно сохранившаяся деревня, возраст которой старше пирамид, то есть старше 4500 лет. Там было все и даже мебель. Ну, просто как бы очередной шторм снес то, что до этого нанес другие штормы и катастрофы. В 1650 году у Мертвого моря, до нашей эры, произошел страшный катаклизм, который уничтожил тогдашний город. Был огромный взрыв, сила 9000 Хиросим, то есть тела жителей превратились в камень. Но откуда такая запредельная мощность взрыва? То есть либо это применение какого-то оружия тех времен, либо все-таки взрыв осколка какой-то кометы, где как бы основное вещество это лед, то есть гигантский взрыв, лед растаял, как бы осталось немножко грязи, и поэтому нет никаких следов. И у нас таких чудес по земле хватает, как бы. Зато есть исчезнувший город. Затонувшая крепость бронзового века обнаружили в Ирландии, то есть ей примерно 3000 лет, но она стала видна только сейчас, когда как бы во времена отлива эти стены форта оказываются оголенными. Неужели они его строили как бы под водой? Нет, соответственно, тогда это была стопроцентная суша. Ну что-то произошло, и вуаля, мы опять же имеем то, что имеем. Олимпийские игры проводились в Олимпии, Древней Греции. Провели вроде бы 293 игры, потом что-то случилось. Говорят, что вроде бы их запретили. Да запретили так, что с 6 века до нашей эры про них ничего не было слышно. До 18 века, пока не нашли эту Олимпию, обратите внимание на эти синенькие стрелочки, занесенные солевыми потоками на 2-3 человеческих роста современных. Откопали, обнаружили, показали. До моря 12 километров. Говорят, река затопила. Ну, конечно, верим. И такое бывает. Где-то 6 метров наноса от реки. Ну, мы историкам всегда верим. Но хотели бы обратить внимание, что таких чудес по миру хватает. Тоже Греция, как бы знаменитый Парфенон. Так он откопан весь. То есть, если посмотреть, как его откапывали, то тут уже как бы не 3, а 4, наверное, человеческих роста. Так и вы видели высоту его. То есть, это все нанесло. Чем же нанесло? То есть, все это раскопали. А что там под землей, еще вопрос открытый. Так, размер сооружения, размах, ну и размах затопления. Плюс подобных чудес вот в Азии, в Африке хватало. То есть, разрушенные храмы, посмотрите, над храмами там 4-5 человеческих ростов каких-то глины, песка, непонятно чего. Ну, откопали, показали, 19 век. Ну, верим. Ну, то, что можно откопать, то можно откопать. Но есть же то, что осталось под водой, то есть затопленный город в 7 километрах от современного побережья Египта. Говорят, погиб 1000 лет назад. А от чего он погиб? Почему погиб? Как оказался под водой? Вопрос открыт.
из всемирной иллюстрации 19 век, то есть влили, открыли римский город, нашли его на глубине 2,5 метров. То есть огромное количество сооружений, статуй. Ничего о нем не известно, зато на большой глубине. 19 век. В самом Риме присутствует вот такой бескультурный слой. Потому что как бы еще в середине 20 века Рим только начинали откапывать. Франция. Под отелем нашли укрепленный замок 14 века с орвом. Ну, огромные размеры замка, толщина стен, ширина. Но вопрос в том, что на нем стоит отель, и об этом никто не знал. То есть нашли случайно. Поэтому почему нам трудно найти следы предыдущих цивилизаций? Так мы над ними живем просто. Очередное непонятное событие, о котором мало что говорят. 1465 год. Прямо в день свадьбы короля Неаполя, Альфонса II. Именно тогда, в октябре, жители заметили, как солнце приобрело странный темно-голубой оттенок, после чего наступила темнота, как ночью. После этого еще многие месяцы в Европе шли дожди, которые затопили, внимание, многие подвалы и деревни. На протяжении нескольких лет рыба в прудах замерзла, не росли деревья и трава. Уже в 20 веке заявили, что было извержение вулкана, но какого не нашли. Вулкана или периодическая комета. То есть, видите, сколько чудес, про которые мы не знаем. Но наши так называемые элиты знают, потому что вот одна из недавно старых служащих, как бы, которая служила еще при Джордже Буше, Кэтрин Остин Фитц, заявляет, что в Америке построено 170 бункеров для элиты. Там есть энергоснабжение, как бы системы передвижения, а они готовятся к какой-то катастрофе. Какой? Если их никогда не было. Ну, по их словам, в истории, по крайней мере. При этом готовятся, как говорится, как государственные структуры, так и частные. То есть миллиардеры массово строят убежища. То есть, чтобы потом опять делиться с остатками выжившего человечества технологиями, пускать их по тому же кругу, самими обладать информацией, технологией, быть властелинами мира, влиять на судьбы. Но они-то хотят пережить эту катастрофу. А вот дадут ли они возможность это простым людям? Только если эти люди еще остались разумными. Поэтому мы вспоминаем забытое прошлое. Помните, повторение мать учения. Но информация никогда сразу не запоминается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Если нашли интересные материалы, бросайте их в ссылках в описании под видео, чтобы как бы человечество получило возможность выживания, не только элиты, но и как можно большего числа разумных людей. Все ссылки на используемые материалы в описании под видео, плюс интернет вам в помощь. Ну и просьба не превращаться в четвертую обезьяну нашего времени, которая ничего не видит, не слышит, а только уткнулась в гаджет. Как раз поставьте лайк, подпишитесь, напишите свой комментарий, поделитесь видео в своих социальных сетях. Это поможет распространению здравомыслия. Ну и в конечных заставках продолжение на эту тему, для того, чтобы вы поняли, что подобных материалов огромное множество. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.